В один прекрасный день группа туристов собралась на борту роскошного круизного судна, направляющегося в захватывающее путешествие по Арктике. Это был последний круиз сезона, и предвкушение предстоящих приключений переполняло всех пассажиров. Каждый из них трепетал от волнения, мечтая увидеть великолепные заснеженные пейзажи и редкие виды животных. Судно медленно покидало порт, и с каждым пройденным километром буйство природы наполняло сердца радостью. Туристы наслаждались великолепными пейзажами, обледеневшими скалами, мерцающими под светом солнца и бескрайними снежными просторами, куда ни глянь. Их глаза блестели от восторга, и каждый момент казался волшебным. На корабле раздавались смех и разговоры, а в воздухе витало чувство единства и ожидания. Каждый из них надеялся на встречу с дикой природой, ведь Арктика славится своим разнообразием. Когда корабль приближался к острову Врангеля, кто-то из туристов заметил вдалеке странные белые фигуры, которые появлялись и исчезали за снежными холмами. «Смотрите!» — воскликнул он, указывая в сторону загадочных объектов. Пассажиры, заинтересованные, в страхе приблизились к бортам, все пытались разглядеть то, что происходило на горизонте. Вероятности, которые возникли в их умах, были разные. Некоторые из них уверяли, что это стада овец, которые пришли к реке. Другие думали, может, это стадо белых лосей? Их голоса наполняли корабль, пока они пытались разгадать тайну. Появлявшиеся на горизонте фигуры выглядели загадочно и интригующе. Их белоснежные формы сливались с безмолвными пейзажами. Наконец, когда корабль немного приблизился, пассажиры смогли рассмотреть животных подробнее. Восхищение переполнило их, когда они поняли, что это вовсе не овцы. Поток восклицаний и удивленных возгласов пронесся по палубе, когда они, наконец, осознали, что перед ними нечто гораздо более впечатляющее. «Это белые медведи!» — закричал кто-то от восторга. Их радостные крики сливались с окриками удивления. Большие и маленькие медведи со сверкающими белыми шкурами и большими черными носами беззаботно передвигались по снегам. Некоторые самки были с 3-4 медвежатами, что само по себе выглядело захватывающе. Каждый из них казался настолько живым и полным энергии, что невозможно было отвести глаз от этого потрясающего зрелища. Однако самой интересной деталью было то, что белые медведи, обычно одиночные хищники, были сгруппированы. Это поведение было необычным и даже странным для этих животных, которые в одиночку ищут и преследуют свою добычу. Пассажиры заметили, как медведи были настороженными, обменивались взглядами и перемещались друг около друга, как будто ожидали чего-то важного. Что же заставило такое количество медведей собраться в одном месте? Задумался один из туристов. Ощущение ожидания заполнило воздух. Их страх и возбуждение возрастало. Что могло быть той причиной, что спровоцировало такую необычную агрегацию хищников? Взоры людей неотрывно следили за медведями, и они начали переговариваться о своих предположениях, создавая волнительные теории. Наконец, после нескольких минут наблюдения, все стало ясно. Корабль продолжал медленно двигаться к берегу, и вскоре в воздухе появился отчетливый запах гниющего мяса. Пассажиры почувствовали его, и сердца их забились быстрее. Этот запах означал только одно: медведи обнаружили источник еды, который мог прямо сейчас изменить их судьбу. Вблизи берега, на небольшой площадке на камнях, лежал выброшенный на берег гренландский кит. Огромный, величественный, он покоился на пляже, выявляя своему положению свою невероятную силу. И медведи, несомненно, почуяли этот замечательный дар от природы. Это было нечто удивительное. Как минимум 200 медведей предстояло насладиться этой богатой добычей, пережить свирепый холод и обрести силу и наслаждение от пищи.
Постепенно медведи начали ощущать запах и как будто по команде дружно ринулись к берегу. Они вели себя как мирные создания, но одновременно находились в состоянии зарядки. Их плотные тела двигались в согласии, и в момент, когда они достигли берега, стихия природы раскрыла свою чудесную историю. Пассажиры, оставленные на борту, стали свидетелями поразительного зрелища, о каком даже не могли мечтать. Их глаза расширялись от удивления и восхищения, когда они наблюдали, как медведи сгрудились вокруг гигантского кита, стремясь покушать, показав свой природный инстинкт хищника в действии. Это было уникальное соединение дикой природы, сюрреалистичное и мощное, оставившее незабываемое впечатление на всех, кто оказался свидетелем этого явления. Увидеть такую картину, такое взаимодействие между животными и их добычей было настоящей удачей. Поначалу путники испытывали волнение при виде белых медведей в их естественной среде, однако их восторг теперь приумножился многократно от радости увидеть такую гармонию природного мира, наполненную силой и величием. Это зрелище вызвало у них восхищение и осознание необыкновенной красоты арктической экосистемы, которая находится под угрозой вымирания. Но в тот же момент, когда одна часть них радовалась, другая не могла не чувствовать тоски о том, как изменяются условия климата. С каждым годом белых медведей становится все меньше, и каждое такое событие влечет за собой значимые последствия. Эта сцена одновременно радовала и тревожила, напоминая о хрупкости природы и о том, как сильно все взаимосвязано в этом мире. Постепенно солнце начало опускаться за горизонт, окрашивая небо в глубокие оранжевые и фиолетовые тона. Это было волшебно. Вечереющий фиолетовый свет отражался в белоснежных шкурах медведей, создавая атмосферу, которая запечатлелась в сердцах туристов навсегда. Они взяли свои фотоаппараты, стараясь запечатлеть этот невообразимый момент. Каждый кадр становился маленьким произведением искусства, застывшим в памяти. Туристы обменивались восхищенными словами, делясь впечатлениями и переживаниями. Каждый из них понимал, что эта встреча необратимо изменила их взгляд на диких животных и арктическую природу. Ноша грузовых коробок с материалами может в конце концов закончиться, но воспоминания о том, что происходит в дикой природе, будут с ними навсегда, вдаль жизни, как отражение. Когда круизное судно вернулось к берегам, туристы покинули его, полные восторга и волнения. Они были полны не только впечатлений, но и новых осознаний о природе. Лица каждого светились от счастья. Каждый чувствовал, насколько важным и нужным является стремление сохранить существование таких великолепных животных, как белые медведи, и внимание к их экосистеме. Друзья и семьи, которые не поехали с ними в это путешествие, с нетерпением ждали рассказов о невероятном приключении. Каждый из туристов делился своими эмоциями и впечатлениями, стремясь передать это тепло и важность искренней связи с природой. И каждый раз, когда они упоминали о тех белых медведях, которые собирались вместе у берега, то вспоминали о том моменте, который никогда не исчезнет из их сердец. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео и вы хотите еще больше интересных историй, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Вместе мы можем создать сообщество, которое будет вдохновлять друг друга на сохранение природы и защиту животных, таких как белые медведи. Как бы ни менялся мир, всегда следует помнить о том, что мы все связаны с дикой природой, и только вместе мы можем справиться с величайшими вызовами, стоящими перед нами. Каждая история и каждый знак от природы – это напоминание о том, что нужно беречь эту землю, ее обитателей
и нашу окружающую экосистему. Пусть эти впечатления будут мотивацией поддерживать обитателей Арктики и делать все возможное для сохранения их среды обитания для будущих поколений. Станьте частью этого движения вместе с нами.